Приветствую, друзья! Если кто помнит, наушники BGP DN2 нашумели очень изрядно. Было много слухов вокруг них. Одни говорили, что по ошибке в них установили динамик намного дороже, чем предполагалось, и оттого всю партию решено было отозвать. Другие, наоборот, что ставили намного проще. В общем, кому довелось с ними познакомиться, практически все остались в восторге. Сегодня же мы будем говорить о развитии этой линейки в лице уже BGP DN3. Сравним их со второй версией и наиболее актуальными сейчас конкурентами. Сделаем все возможные измерения и, естественно, пофилософствуем о той трансформации, что пришлось пережить данной серии. Собственно, поехали! Упаковку наушника, видимо, решено было оставить неизменной. Все та же суперобложка с подробными техническими характеристиками и плотный коробок из переработанного картона внутри. Здесь стоит отметить 19 Ом импеданса и чувствительность 109 дБ на милливатт. Это очень важная информация. В комплект нам положили неизменный такой конвертик с документацией, простенький мешочек для переноса наушников и 3 набора амбушюр разного размера. Одна из них пара пенок, вокальные с серым сердечником и разноцветные басовые. Также здесь производитель зачем-то вкладывает еще один дополнительный набор полностью белых насадок. В этом плане щедрость реально вызывает уважение. Кабель же с прошлой версии значительно изменился. Раньше это было что-то странно прорезиненное, а теперь вот такая вот прямая лапша. Производитель заверяет, что он соответствует стандарту 5N, однако общая стоимость наушников и вот такой дешевый L-образный штекер заставляют в том усомниться. Общее же сопротивление его 0,650 Ом тоже говорит скорее о среднем качестве проводника. Подключение здесь осуществляется на все еще популярном MMCX коннекторе, однако теперь вот с ним все в порядке. С небольшим усилием, но все-таки он нормально отсоединяется. Сами чашечки сильно напоминают вторую ревизию, схожий металлический корпус в виде буквы L и фейсплейты с текстурами цвета металлик. Но нет, корпуса заметно увеличились в размерах, а звуковод наоборот уменьшился с 6 до 5 мм, так что насадки у них оказались не взаимозаменяемы. А жаль, очень уж они разные. Компенсационное отверстие теперь находится сбоку от звуковода, а выступ для удержания амбушюр зачем-то сместили на его середину. Оттого насадки теперь приходится сажать вот прямо до самого конца. В любом случае, в уши модель мне села просто превосходно, удобно и с отличным уровнем пассивной звукоизоляции. Вот так вот, собственно, друзья, это все и выглядит. По измерениям у нас вполне стандартный импульс, искажения в пиках, достигающие чуть более 1%, и незначительные расхождения между левым и правым каналом. Фаза логично следует за частотной характеристикой, а затухание на 30 и 60 дБ составляют где-то 60 и 95 миллисекунд. По насадкам, как видите, разброс существенный. Басовые заметно отличаются от вокальных и дополнительных белых. АЧХ же показывает подъем низких частот где-то на 7 дБ, чуть более внушительное выделение области разборчивости, компенсационную яму и пик на 10 кГц для усиления детализации. Ну, куда ж без него. Для начала, друзья, стоит разобраться с имеющимися у нас в комплекте амбушюрами. Вокальные, как по мне, раскрывают наушники в полной мере. Вот ровно как они есть. Басовые насадки чуть прижимают верха, отчего на балансе и проявляются низа. Ну а дополнительные белые похожи на вокальные, но сильно смазывают, на мой взгляд, средние частоты. Так что рабочие здесь все-таки вокальные, басовые и пенки. Ну а с какими амбушюрами наушники звучат интереснее, спросите у меня вы. Тут стоит упомянуть, что в зависимости от предпочитаемых жанров вам могут понадобиться совершенно любые из них. В большинстве своем высокий имеет смысл чуть поджать, да и баса в данной настройке много не бывает. Следовательно, изначально обратите внимание на цветные басовые, а затем уже смотрите по собственному вкусу. Общий же характер звучания BGP DN3 можно описать как сочное, довольно собранное снизу и с небольшим акцентом на верхней половине спектра. Если слушать, например, Deadcore, то нижняя часть будет прям еле заметна. Бас тут быстрый, текстурный, но зачастую он лишь намечается в треке. В каком-нибудь джаз-бенде это несоответствие по амплитуде низких частот ощущается еще острее. Однако к тому, как бас передает глубину тембров и их скоростные параметры, нет вообще никаких вопросов. Просто хочется чуток приподнять их эквалайзером децибел эдак на 5. Серединка здесь наделена приятной слуху массой и тем самым аналоговым смягчением, отчего вокал чуть теряет в резкости, зато звучит с заметной такой мелодичностью.
При этом сцена строится корректно, на немного приближенном к слушателю расстоянии. Высокие хорошо сочетаются со средними частотами. Они хотя и подсвечены, но не тянут все одеяло на себя. Так что в спектр нашего внимания попадает и бас, и вокал, и вся протяженность струнных и перкуссионных инструментов. То есть подача, несмотря на особенности, более-менее центрирована. Если сравнивать BGP DN3, например, с KBR Robin, то последние имеют более выраженный бас и прибранные высокие частоты, отчего выразительность у Robin заметно выше и настройка более щадящая к различным современным жанрам. В плюсах же DN3 оказывается более естественный, прозрачный звук. КЗ ЗАС еще сочнее, музыкальнее и сильнее в плане передачи эмоций. Переключая вперед-назад, DN3 ощущаются суше и нейтральнее. Но интереснее всего, конечно, рассматривать эволюцию от второй к третьей ревизии модели. BGP DN2 намного детальнее и четче, но при этом имеет очень тонкое в плане массы тела. В случае концерта фортепиано DN2 кажутся идеально чистыми, но в джазе и роке звук второй ревизии слишком уж хлипковат и не способен заполнить собой все музыкальное пространство. Кроме того, сабчасть у DN2 была еще слабее выражена. На примере живого контрабаса сразу чувствуется, что DN3 намного реалистичнее и правильнее звучат. Ну и высоких у второй ревизии было заметно больше, причем сами они воспринимались тоньше и острее. В случае какой-нибудь сложной оркестровой или мультиинструментальной музыки лично мне больше понравилось, как звучат DN2. А вот на всей остальной, включая тяж и современную электронику, мой выбор пал на DN3. То есть от какой-то идеализированной настройки BGP решили перейти в массовость, чтобы все вот играло жирно, весело и радовало подавляющее число меломанов. Пусть не особо детально, зато вот очень эффектно. А так, модель для тех, кто любит динамичный, чуть подсушенный звук с хорошо приготовленными верхами и легкой такой аналоговой теплотой. Использовать же с героями обзора какие-то совсем уж дешевые источники, как показала практика, далеко не лучшая затея. Если источник не способен хорошо отработать верх диапазона, то его акцентирование в наушниках может выглядеть совсем уж непотребно. Поэтому к ЦАПам и плеерам до $50 я эти наушники рекомендовать вот точно не буду. FX Audio DAG X3 свисток типа TRS-M в связку годятся крайне слабо. А вот с iBass DC03, Shanlink A5 и Audirect Atom 2 ушки спелись просто превосходно. Идеала в плане построения звукового полотна и однородности звучания здесь, конечно же, ожидать было слишком наивно, не та ценовая категория. Но арматура очень неплохо сочетается с динамическим драйвером, что для ценника в $60 довольно-таки круто. По крайней мере, намного лучше, чем это было сделано в KBR Robin. Заметьте, DN2 в свое время стоили больше $100, а новая ревизия всего 60. При этом упаковка, комплектация и сами наушники практически не претерпели никаких изменений. Да и по звуку тут исключительно прогресс. Теперь все звучит намного взрослее, естественнее и мелодичнее. Итогом компания BGP практически повторила свою прошлую модель, сохранив и внешний вид, и все богатство комплектации. Только звучание в DN3 стало намного лучше в плане сочности, выразительности и глубины низких частот. Даже высокие нам чуток ослабили, дабы избавиться от той бритвенной резкости, что была во второй ревизии, и всех связанных с этим проблем. Да, играют ушки все еще ярковато, но уже с хорошим таким балансом частот, корректной стыковкой драйверов и правильным распределением массы по всему частотному диапазону. Модель просто создана для тех, кто предпочитает собранность, техничность и легкий такой намек на музыкальность. Под быстрые и тяжелые электронные стили, пожалуй, что вот то, что надо. Главный источник к ним подобрать нормальный, и будет в свою цену просто конфетка. Вот такие вот они, новинка BGP DN3. А у меня на этом все. Всем добра, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии под данным роликом.